Утро выдалось у меня ранним. Петухи не дали долго поспать. Но это и к лучшему. Капучино готов? Так как я хотел пораньше приехать к одному удивительному месту. А именно, удивительной дороге, по которой очень хотел проехать. Это знаменитая Страда деля Фора. В свое время Винстон Черчилль назвал ее «8-м чудом света». Ох, сколько вас с утра-то, а? Но чтобы туда добраться, нужно проехать через Рива-дель-Гарда. Вот это озеро! Вот это я понимаю! Вот те дороги, вот куда мы дальше поедем. Вот сейчас вверх, и потом вот так вдоль скалы полностью будем ехать. Вот там дорога Джеймс Бонда. Именно так ее стали называть после фильма «Квант милосердия», который вышел в 2008 году. О-о. Как это? Centrale da 48, segnalo Aston Martin grigia seguita da un'Alfa nera in direzione delle cave. Esplosi colpi di arma da fuoco. Ёпсель-мопсель, вот это засада, прикиньте. Бонду удалось проехать это все и за 30 секунд преодолеть 400 километров. А я хотел всего лишь проехать по Страда деля Фора. Но мне повезло меньше. Вот так теперь надо возвращаться, и она закрыта. Я сейчас попробую заехать через верх. Может, там хоть немножко можно пройтись, прогуляться, посмотреть ее. Проехать по ней, конечно, было бы удобнее и красивее, и интереснее, но, к сожалению, да, ты вроде бы как составил маршрут, ты хочешь это все проехать, но иногда бывают такие нежданчики, когда, например, закрыт участок границы, или вот эта страда закрыта. Поэтому, соответственно, смотрите еще и Google карты, которые в онлайне показывают, закрыто или открыто данный участок дороги. Прочитавши много отзывов, я знал, что все самое красивое находится в конце этой трассы. Вот туда я и выдвинулся, для того, чтобы всеми правдами и неправдами это увидеть. Ремонтные дороги. Попьете кофе в каньоне, Александр Юрьевич, и поедете обратно. Ну, так и будет. Ну, а что делать? Сейчас скажет тебе «стойте», дальше дороги нету. Вау! Ну, она какая-то есть. Чудес не бывает. Вот тут в кафешке сказали, пройти можно. Вообще длина этой дороги 3 километра.
Винстон Черчилль назвал это 8-м чудом света. И поедем по светофору, только нигде никого нету. Вау! Ё-моё! Ущелье Бекас отдыхает. Оно реально отдыхает. И я здесь один. Здесь никого нет. Оу! Оу! Страда дель Фора, или СП-38, считается одной из самых красивых дорог Европы. Она была построена в 1913 году. Это финальная часть, которая проходит через ущелье. И, к сожалению, в 2024 году ее закрыли на ремонт. Но я все равно по ней проехал, хоть и не на мотоцикле. Я прошел всего 200 метров. Красиво. Но здесь вот она все. Она закрыта. Круто. Я очень правильно сделал, что решил объехать с другой стороны. По идее, мой маршрут лежал вот через нее, и дальше я бы поехал какими-то селами, итальянскими деревушками. Уже в сторону перевалов, там, Стельвио, Ливиньо и все это такое, на выезд уже из Италии. Не знаю, наверное, вряд ли я, конечно, туда сегодня доеду, но буду стремиться. Пока озеро Гарда. Опять-таки серпантины. И дорога будет опять где-нибудь там в ущелье до определенного момента, пока не поднимешься на перевал. Я двигался дальше. По шикарной дороге СП-9. Это извилистая дорога, очень популярная среди мотоциклистов. Но здесь интересна не только дорога, а также сама местность, где она проходит. Вдоль красивого искусственного озера Вальвестино, которое с высоты птичьего полета напоминает норвежский фьорд. Блин, как красиво. И там. И спуститься к озеру никак. Озеро образовано в результате строительства плотины, которое началось в 1959 году. Общая длина плотины 283 метра, ее высота 98 метров. Когда-то здесь была граница между Австро-Венгрией и Королевством Италии. Дорога проходила по дну долины. В летний период можно увидеть остатки бывшей королевской таможни, которая простояла до завершения Первой мировой войны, 1919 год. Какие серпантинчики интересные. Как раз дорога для моего мотоцикла. О, бар. Вот сейчас в бар я и заеду.
Мотоциклистов тут гоняет по этой дороге, это просто капец какой-то. Ну, дорога шикарная, просто шикарная. Очень и очень рекомендую. Перфекто. Класс. Красиво. О-о. Ух ты, ёпсель-мопсель. Мамма мия! Объехали мы все это озеро. Вот туда, вот на самый-самый верх надо подняться. Через вот эту вот всю гору проехать. Знаете, такое путешествие 1000 перевалов. Я опять ушел в какой-то каньон. Если бы я всегда слушал Гармин, то, наверное, вряд ли бы доехал до очередного перевала, которых на моем пути сегодня 3. Движемся к первому, Пасо Кроче Домини. Его высота 1892 метра. Этот перевал закрыт с ноября по май. Естественно, потому что вот там вот еще лежит тоже снег. А зимой тут снега нормально. Дорога через перевал имеет максимальный уклон 12%. Тут голова вот так, на 360 градусов, как вот та камера, которая сзади. Ты, блядь. Ого-го. Ё-моё. Без понятия, как он называется, но тут этих водопадов вот один, второй, ну просто едешь и наслаждаешься этим всем. Блин, эти 100 километров, я не знаю, когда я их проеду. На вершине мира, блин. Это еще не край земли. Через город, когда я поехал, я просто охренел. Давайте побыстрее куда-нибудь сваливать. Как это я так влез? И самое интересное, что его никак не объедешь. Но сейчас уже опять начинаю подниматься в горы, потому что все-таки сегодня надо доехать до Стельвио. Тоже такая визитная карточка для мотоциклистов, для всех таких. Я на Стельвио был. Ага. Ну, я хочу еще на один перевал попасть, который идет рядышком. Ряд тоже очень красивый. Надо же охладиться немного. Поехали. И реально такая уникальная местность. Очень красиво. Очень. Прям очень. Движемся к Пасо де Гавия. Это 9-я по высоте асфальтированная дорога в Альпах. Ее высота 2621 метр. Этот выбор сделан не просто так. Потому что он проходит параллельно. Сама трасса, она идет за вот этой горой. А мы сейчас перейдем через перевал и спустимся. Асфальт здесь отличного качества, но дорога очень узкая и нужно быть максимально внимательным. Ну, опять же, тут нет смысла гнать, потому что, ну, навстречу, посмотрите, вот такая дорожка узенькая. И куда ты нафиг денешься?
Забегая наперед, скажу, что в этом путешествии это не последний перевал выше 2000 метров. Ёпсель-мопсель. Офигеть как. Или они такие крутые, эти повороты, или я не понимаю, что вообще происходит. Или это уже усталость. Пасо де Гавия еще считают экстремальным перевалом. И с этим я не могу не согласиться. Зачастую очень сложно разъехаться, даже будучи на мотоцикле. Ёпсель-мопсель. Но это еще была не вершина. Все самое интересное начиналось за туннелем. Ну, в тумане оно так интересно смотрится, так мрачно. Сюда такая мистическая музыка должна быть наложена. О, какой туннель холодный. Офигеть! Реально такое мистическое должно быть все. О! Горный! Как вас много! О, сколько тут снега! Вон какой пик! Вот, друзья, для тех, кто едет на Стельвио, надо совместить два вот этих перевала. Он реально крутой. Ну, во-первых, он не легкий, а такой. Может, потому что уже как бы 6 часов вечера, и я уже, наверное, просто подустал. Альпы — это круто. Я не знаю, что там вообще в Швейцарии, там вообще, наверное, капец, взрыв мозга будет. Но вот эта часть Альп, она впечатляет. Тут каждый отрезок пути. Просто едешь и охреневаешь. Спустившись с перевала Пасо де Гавио, ты попадаешь в старинный городок Бормио. Это своеобразные ворота к перевалу Стельвио. Когда-то в далеком 2019 году я уже был у этих ворот. Все это было как в другой жизни. Все это было до.